Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о признаках, с помощью которых вы четко поймете и ответите себе на вопрос, наводят ли на вас порчу, и поймете, действительно, есть ли у вас завистники и недоброжелатели. Очень важная и ценная информация, девочки и мальчики, поэтому обязательно досмотрите до конца. Вы знаете, мы все с вами живем в социуме, и многие люди даже не догадываются о том, что в их окружении есть недоброжелатели, те люди, которые хотят занять ваше место. Почему? Они считают, что вам это не нужно, или считают, что вы то, чего вы достигли, это вам не по закону дано и так далее. Иногда просто у людей есть зависть и ненависть к тому, что человек более успешен, он более талантлив, он более интересен. Но, с другой стороны, никто и не знает, а что же в действительности у этого человека происходило и происходит, что он смог действительно добиться тех или иных успехов и стать достаточно таким вот успешным человеком. Давайте мы разберем об этих признаках, потому что у вас вы должны это понимать, потому что это признаки, которые помогут вам понять, наводит ли на вас порчу, насылают ли на вас проклятие, есть ли на вас сглаз. Давайте начнем. Итак, первое, это очень важный момент и важный признак, это финансовые потери. При этом вы должны понимать и то, что финансовые потери это не то, что, знаете, вот у вас карманные мошенники украли кошелек или сумку, а у вас вот буквально на протяжении условно недели, 2, 3, возможно, и месяцев, вы видите, что у вас постоянно какие-то возникают проблемы с деньгами. Ну, например, у вас начинают пропадать деньги, у вас постоянно возникают какие-то проблемы с деньгами. Не только у вас, но и у тех членов семьи, с которыми вы проживаете в одном доме. Кроме того, например, может быть такие ситуации, что вас могли обокрасть, ваш дом, вашу квартиру. Могут происходить какие-то не очень понятные для вас ситуации, хотя еще полгода, год назад, даже еще буквально месяц, вы со многими моментами легко понимали, как поступить, что делать. Если у вас был бизнес, то он у вас был успешен, и вы сейчас видите, как будто все летит в тартарары, летит все вниз, и здесь вы должны задуматься. Обращаем ваше внимание, что как только вы прочувствовали, что что-то у вас не так, вы должны просто сесть на диван, на стол и начать разбираться, с какого момента у вас это произошло. Многие люди игнорируют, думают, нет, мне это показалось. Если вы на этом уже акцентируете внимание, знайте, ваши высшие силы, ваш ангел-хранитель уже к вам стучится и пытается вам показать, чтобы вы открыли глаза. Далее проявляется потеря близких людей. Как это, как правило, проявляется? Конечно, вы начинаете терять близких, родных людей, именно даже физически. У кого-то в вашей семье, ваших близких, родных, именно по крови, начинают происходить какие-то форс-мажоры, связанные со здоровьем. Далее, увы, вы понимаете, что, например, ваш любимый человек ни с того ни с сего охладел к вам, стал замкнутым, меньше уделяет вам внимания, перестал к вам прикасаться. И, конечно же, каждый человек в вашем окружении старается проводить время вдали от вас. И вы должны подумать и разобраться, а что же здесь не так. Одно дело, когда вы один раз, например, поругались с любимым родным человеком, а другое дело, что у вас постоянно, у вас везде, где вы, к чему вы не прикасаетесь, у вас есть холод. И те люди, которых вы любили, которых вы ценили, с ними постоянно вот что-то не так. Вроде как один вопрос решили, а
другой опять же приводит к той же ситуации. Далее обратите внимание на свое тело. На что именно? Появляется кожный зуд и покраснение. При этом, если вы идете к врачу, идете на обследование, то врачи только разводят руками. Они ничего не видят, чтобы у вас были какие-то болячки или у вас были какие-то проблемы. Потому что вы знаете, что врач, у него есть определенные протоколы, да, по определенным симптомам он понимает, как вас нужно лечить. Но в этом случае просто врач не может ничего сделать. И здесь очень важно, чтобы вы начали понимать и осознавать. Потому что вот этот кожный зуд, это покраснение, со временем может быть как вариант это быть чесоткой. Но при этом в начале, на первом этапе, то, что вам дискомфортно и вам тяжело, врачи не понимают, что же с вами, потому что тех признаков, которые должны быть для той или иной болезни, их просто нет. Обратите на это внимание. При этом вот эти покраснения и кожный зуд могут проявляться именно в вечернее время и в ночное. И вы не будете понимать даже, куда себя деть. Здесь нужно вам очень быть внимательными и осторожными. При этом вы должны также обратить внимание, с какого момента это произошло, что вы взяли в руки, то есть какой это был предмет. Возможно, у вас дома есть какой-то подклад или еще какие-то не очень хорошие ситуации. В общем, вам нужно разбираться. И самое интересное, вот эти кожные какие-то заболевания, они начинают проявляться на всей семье. И вам нужно следить, вам нужно разбираться, что же не так. Если врачи не дают вам совета, не дают назначения, то обследование вы должны все проходить, все члены семьи. В один момент именно эта болячка, она проявится на физиологическом уровне. Только у кого она проявится, в первую очередь вам здесь, вот поэтому и нужно контролировать. Далее у вас начинаются частые болезни. Вы начинаете часто болеть, происходят какие-то постоянно недомогания, проявились какие-то хронические заболевания, и вам это не дает спокойно жить. Кроме того, вы должны понимать, что у вас, вы будете решать вопрос с одной болячкой, у вас ни с того ни с сего будут заново и заново проявляться. И здесь вам нужно разбираться, что же стало для этого причиной. Потому что помните о том, что вашу энергетическую защиту пробили, и ваше тело начало болеть. Обязательно разбирайтесь. Далее у вас постоянные неудачи, постоянные проблемы в обычных, знаете, вот в обыденных делах, которых ранее не было, просто-навсего. Почему? Это могут быть все, что угодно. Ну, например, у вас соседи ни с того ни с сего залили, или вы потеряли какой-то брелок, который, возможно, например, для вас имел какое-то значение, или, например, с детьми что-то произошло в той же школе или в детском садике, или, например, автомобиль, который проезжал рядом, окатил вас водой из лужи. И вот это, вы знаете, вот такие вот мелкие проблемы, но они постоянно в вашем, постоянно находятся в окружении. Вроде бы одно решили, заново появляется, и здесь вам нужно этому придать значение. Конечно, если одна какая-то маленькая неприятность проявилась в вашей жизни, ну, например, вы поломали каблук или вы забыли мобильный телефон дома, то не акцентируйте на это внимание. Но если у вас на протяжении недели, двух, вы видите, что постоянно какие-то обыденные появляются проблемы, которые вас забирают у вас время, забирают у вас энергию, вы должны остановиться и обязательно подумать, а что же здесь не так. Пожалуйста, не игнорируйте. Многие люди думают, это мне показалось. Помните еще раз, ваше подсознание никогда не умеет обманывать. И те высшие силы, ваш ангел-хранитель, он всегда рядом и прямо вам стучит, только вы боитесь себе признаться. Это нужно понимать. Далее вы можете находить в своем доме
вы можете находить какие-то подклады, находки, вещи, предметы, которых ранее вы не видели. При этом эти находки могут появляться и у вас на работе, в вашем рабочем столе или в вашем рабочем месте, например, в шкафчике в каком-то. Если у вас отдельный кабинет, то в вашем кабинете. Также, если к вам приходят в гости, то они также могут оставляться эти подклады. Поэтому вам нужно не просто сделать в доме генеральную уборку, а стать Шерлоком Холмсом и разобраться, понять, где же есть подклад. Потому что что это может быть? Это могут быть и иголки быть, это могут быть и монеты, это могут быть любые металлические предметы. Могут быть, например, какие-то бумажки с какими-то странными, непонятными вам, например, словами. Это может быть разброшена земля. Многие, кстати, думают о том, что, ой, наверное, у меня кошка в доме баловалась и с окна, с горшка взяла землю, да, или еще как-то. Ни в коем случае, если видите и вы знаете, что ваша кошка такое, как правило, не делает, значит, не нужно грешить на кошку. Далее, это могут быть клочки шерсти, это может быть кукла самодельная, это могут быть и пуговицы, как правило, черные, это могут быть какие-то кости, обращаем ваше внимание, это могут быть волосы, это может быть все, что угодно. Даже это может быть, например, та же помада, или это может быть что-то очень мелкое. Поэтому в первую очередь вы должны научить себя, членов семьи, что если кто-то из членов семьи найдет в доме или в квартире вот какой-то посторонний предмет, ни в коем случае в первую очередь нельзя это брать руками. Запомните раз и навсегда. Что для этого мы с вами берем? Мы с вами берем резиновые перчатки. Нет резиновых перчаток, берем тогда салфетку. Все это берем салфетку, сразу же выносим и обдаем огню. Даже если, например, это иголка, да, иголка не может физически сгореть, потому что металл и огонь все-таки два разных элемента. В этом случае, в любом случае, нужно обдать именно это огнем. Это очень важно. Далее, после того, как это прогорит, вы можете бросить буквально щепотку соли, потому что соль, вы знаете, она имеет очень сильные энергетические свойства, при этом очистительные. И вы должны начать разбираться и понимать, кто у вас был в доме или в квартире в тот или иной момент, кто это мог принести. Кроме того, если вы часто убираете в доме или в квартире, то вы знаете, где у вас что лежит и где что находится. Также обращаем ваше внимание, что если найдут члены кто-то из семьи или дети, например, научите их любую вещь ни в коем случае не брать руками, а пригласить старших. Потому что дети, они все-таки маленькие фантазеры еще. И кроме того, обращаем ваше внимание, что очень опасно что-либо поднимать, потому что вы уже активируете негативную программу. Далее, еще один момент хотим вам сказать. Когда вы живете в многоквартирном доме, все имеют лестничную площадку. Так вот, бывает так, что кто-то как будто специально оставляет на лестничной площадке игрушки, могут быть, да, деньги могут валяться, какие-то предметы, какие-то вещи. Ни в коем случае это не поднимайте. Вы туда не клали, вы там это не оставляли, и ни в коем случае это не берите руками. Обращаем на это ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, очень часто к вам, например, в почтовый ящик, если в вашем регионе используется или в вашем в подъезде используется почтовый ящик, могут вам бросаться, например, квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. В этом случае, если это, то есть, когда вы что-либо берете с ящика, перед тем, как что-либо занести в дом, пролистайте, посмотрите, все ваши ли квитанции, потому что если у вас постоянно вы видите чьи-то чужие-то квитанции, знаете, возможно, таким образом у вас пытаются забрать удачу и благополучие, поэтому лучше возьмите, поставьте где-то в другое место, там на подоконник, например, на лестничной площадке, но ни в коем случае не заносите, даже это, если ваша, это соседка или знакомая по лестничной площадке, потому что таким образом просто-навсего у вас могут забрать
приносят удачу и благополучие. Далее рекомендуем вам обращать на ваших домашних животных и на состояние комнатных растений. Почему? Дело в том, что животные, они очень сильно реагируют и очень чувствуют вот эти негативные энергии, вот эти негативные потоки. И если вы замечали, кошка и собака может очень четко реагировать. Ну, например, кошка может становиться такая какая-то возбужденная, она может быть чем-то недовольная. То же самое касается собаки. Собака начинает лаять, например, или ваши животные становятся какими-то агрессивными, могут в ночное время не давать вам спать. Да, одно дело, когда кошка играется в ночное время, да, а другое дело, вы прямо чувствуете, что что-то с вашим милым, добрым животным не так. Далее могут ваши животные уходить ни с того ни с сего момента. Например, это очень часто бывает с попугаями. Или кошка, например, к вам домой не вернулась. Тоже касается комнатных растений. Вы любитель цветы, да, вы выращиваете их, у вас все цветет, пахнет. В какой-то момент вы видите, что какие-то растения начинают болеть. Вот здесь вам нужно остановиться и понять, что же происходит в вашем доме, что же так влияет. Обращайте внимание, пожалуйста, вот на это, на эти знаки, потому что многие люди просто-навсего игнорируют. А потом, когда оно, знаете, уже сильно затягивает, это, знаете, как в трясина. Одно дело, когда вы пальчик всунули, а другое дело, когда половина тела всосала вот это болото. Поэтому, пожалуйста, всегда реагируйте, всегда размышляйте, что это и кто это мог принести. И больше таких людей в свой дом не приглашайте. Для этого у нас с вами есть кафешки, рестораны, где вы в парке, где вы можете все что-либо обсудить. А людей таких вот злых и завистливых не стоит приглашать. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.